Тема сегодняшнего ролика: почему я не люблю предсказательные системы. Начнем с того, что если мы говорим по поводу коллег, других людей, всех людей, кроме меня, то я достаточно лояльно отношусь к предсказаниям. То есть для меня это не критично. Хотят люди, пускай предсказывают. А вот у меня слишком большие требования к себе. Я не считаю себя там ясновидящей, яснознающей. Вот, и поэтому заниматься, даже используя инструмент Таро как предсказание, я не выбираю. Причина номер один – ответственность. Я не хочу нести ответственность за свои собственные предсказания, тем более, если это предсказания, возможно, могут быть негативного порядка. Да? То есть я не хочу, чтобы человек потом пришел и мне сказал: вот вы знаете, Лень, я к вам пришел, хотел переехать, вы мне сказали переехать, что будет все хорошо, да, я переехала, а у меня здесь вот полная опа. Меня потом съест чувство вины, поэтому мне это не нужно. Я могу такие вопросы, как, например, выбор там, переезжать, не переезжать, устраиваться на работу, не устраиваться, рассмотреть не в контексте предсказания, что будет, а в контексте вариативности. То есть я люблю диагностику, мне нравится рассматривать варианты. Что значит рассматривать варианты? И, наверное, надо сделать отсылку в контексте того, что значит для меня жизнь. Для меня жизнь – это то, о чем говорили мои предки, да, философы Древней Греции, говоря о том, что жизнь, в принципе, это карма. Это понятие было и в Древней Греции. Вот. Что значит карма? Карма – это значит следствие содеянного душой, то есть воплощенной душой, да, личностью каждого человека. И как раз-таки для того, чтобы, как говорят философы, для того, чтобы прийти к состоянию богоподобных, мы должны развиваться. И для этого нам нужна карма. То есть в одной жизни мы что-то творим, сотворяем, и в этой же жизни, возможно, в следующей, мы должны познать следствие своих содеянных действий и сделать из этого какие-то выводы. И в процессе как раз-таки вот этих вот перерождений и причинно-следственных связей мы совершенствуемся, да. Для этого, как говорили предки, нам даны добродетели, в соответствии с которыми, если мы будем жить в гармонии, да, с нашими добродетелями и укрощать свои пороки, то, в принципе, мы придем как раз-таки вот к этому состоянию развития, да, богоподобности. Так вот, исходя из этого формируется наша жизнь. То есть мы получаем при рождении, каждый получает свою судьбу, которая состоит из определенных моментов, которые мы должны пройти, хотим мы это или нет. Исходя из этого возникает вопрос, то есть вот эти вот важные моменты, мы на них повлиять не можем. Это как великие арканы. Таро. Мы на них повлиять не можем. Но есть моменты вторичные, да, второстепенные в некоторой степени, но немаловажные. Это малые арканы, это ситуативные какие-то ситуации, где у нас есть выбор. Выбор не в контексте проживать эту ситуацию или нет, а выбор в контексте реакции. То есть свобода выбора, она заключается как раз-таки в реагировании, в отношении к той или иной ситуации. И, кстати, от нашего реагирования зависит, насколько мы формируем ту или иную карму. Поэтому важные моменты, давайте назовем их кармическими узлами, то есть это то, что мы должны прожить так или иначе. Если мы будем предсказывать эти моменты, во-первых, я не совсем понимаю, как их можно со стопроцентностью предсказать. Почему? Потому что есть очень много разных факторов, которые влияют на реализацию той или иной ситуации. Для предсказания, наверное, для яркого, четкого, стопроцентного такого предсказания человек должен быть, наверное, ясновидящим, то есть обладать определенным даром. Ясновидящие – это не те, которые выходят в интернете. Для меня они не являются ясновидящими, это моя субъективная точка зрения. Потому что для человека, который ясно видит, не нужны никакие инструменты. И это
Скорее всего, наработка прошлых воплощений, и поэтому сказать, что это дар там свыше или еще откуда, вот это нет. Для меня даров не существует, но дары для меня это наработки воплощений, из воплощения в воплощение, то есть человек оттачивает эти умения. Вот, поэтому человек должен обладать этими навыками, да, уметь видеть. С другой стороны, вот чисто с логической, почему я не люблю предсказательную систему, я задаю себе вопрос, ну окей, вы увидели, допустим, как у меня был, помню, один запрос, когда женщина сделала ЭКО и хотела понять, будет ли результат позитивный или нет. То есть, в принципе, единственное, что ей нужно было, да, это подождать определенного срока, вот, и получить ответ. Но она решила не ждать, потому что, ну, это такая тонкая такая тема, я туда ввязываться не хочу, мне вот это как-то обсуждать. Ну, и с другой стороны, как мать, я понимаю, да, что после неудачных попыток, наверное, человеку было важно знать ранее. Так вот, можно ли предсказать эту ситуацию? Давайте возьмем с человеческой точки зрения. Предположим, что я делаю предсказания на Таро, и я говорю, что результат будет позитивный. Женщина радуется, потому что это долгожданная беременность, это ее уязвимое слабое место, и она хочет ребенка. И дай бог, чтобы это было все так, и действительно результат был бы позитивным. Но предположим, что у нас другой исход, и результат негативный. Вот возникает вопрос чисто моральной ответственности. Безусловно, если женщина адекватная, вообще, если бы она адекватная, она, конечно, бы не пошла к тарологу, ну, мне так кажется. Вот, именно в такой теме, да. Но предположим, что человек адекватный и не будет ничего говорить, например, тарологу, что вот вы предсказали, а у меня это не случилось, все такое. Вот. Но есть вариант того, что может быть женщина неадекватная, потому что гормоны, потому что там тысячи разных причин, и она приходит и предъявляет мне претензии, что мало того, что вот вы предсказали ошибочно, я еще вам за это деньги заплатила и так далее, и так далее. Формирую ли я в данном случае негативную карму? Конечно. С одной стороны. Буду ли я нести ответственность? Безусловно. Опять же, если бы я была каким-то, не знаю, аморальным тарологом, мне бы было наплевать. Да, я бы немножечко там попереживала, потом бы сказала, да ладно, ничего страшного. Да? Но поскольку я такой человек, какой я есть на данном этапе, у меня будет чувство вины. Оно мне нужно? Нет, не нужно. Зачем мне нести ответственность за такие серьезные моменты? И ко мне очень часто обращаются вот с такими серьезными вопросами. Конечно, если есть и мелкие какие-то предсказания, ну, например, когда приходит ко мне мой младший сын и говорит, мам, скажи, вот в этом месяце там будет у меня, познакомлюсь я с девушкой или нет, да, конечно же, ну, ты понимаешь, что не то чтобы с тебя мало ответственности, но отношение к данной ситуации у меня более такое легкое. Допустим, что ну, не познакомиться, ну, ничего страшного, там нет ничего такого трагичного. Вот. Но когда есть какие-то серьезные моменты, там, например, когда человек решает, переезжать ему, либо не переезжать. Вот он приезжает ко мне, да, для него это ну, вопрос очень серьезный, потому что, особенно если там переезд за границу, либо в другой регион, там, в другой город, это расходы, это, в общем, много всего. И вы предсказываете человеку о том, что да, переезжай, это будет все окей, и не складывается. То есть, если складывается, все хорошо, да, типа, ну, на душе все спокойно. Вот. А если не складывается, потому что я человек-логик, и для меня аналитический склад ума такой, это очень важный момент. То есть мне важно просчитать все варианты, и в раскладах, в принципе, я стараюсь рассматривать, поэтому я и люблю аналитику, диагностику, да, где можно ситуацию посмотреть с разных сторон, а дальше человек делает вывод самостоятельно. А если не сложится, если человек потратит кучу денег и все такое, опять же таки, если он адекватный, он скажет, окей, ничего страшного, я получил опыт, да, неприятный, да, там куча расходов и так далее. И жизнь сложная, но
это был мой выбор, я сделала его самостоятельно, вот, и ответственности, допустим, у таролога нет, и окей. А если вдруг человек придет и скажет, вот я к вам пришел, допустим, там, на консультацию, вы порекомендовали, я вам еще и деньги за это заплатил, а вы не то сказали. Вот именно как раз-таки морально-нравственный аспект, как жить. Мне с этим, мне это будет некомфортно. Я буду, как эмпат, я буду очень сильно переживать на достаточно большой период жизни. Оно мне нужно? Нет. Поэтому, с одной стороны, эта предсказательная система должна оставаться у одаренных людей, ну, для понимания, да, те, кто владеет даром, видеть ситуации. Опять же таки скажу, что видеть ситуации, то есть ясновидящие, на самом деле их не так много. И вот то, что себя презентует в интернете о том, что да, там каждый это второй расклад ясновидящий, и при этом используют инструменты, ну нет, для ясновидящего само слово за себя говорит, ясно видит. То есть человек, который видит, он видит, ему не нужны никакие инструменты, ничего. Вот он смотрит, и он видит ситуацию, он тебе рассказывает, причем стопроцентное попадание. Таких людей не так много. Вот, поэтому я не люблю предсказательную систему. С одной стороны, чтобы не чувствовать вину, потому что мне и так своих эмоций достаточно. Вот, и эмоций клиентов, которые приходят, и я их считываю. И хорошо, если приходят позитивные люди, ну, как правило, их не такой большой процент, большинство в своем приходят люди достаточно угрюмые, да, и депрессивные, и эта энергия, она прям ощущается очень-очень неприятно, вот, но оставим это в сторонку. Второй вопрос – это то, что я не совсем верю, опять же таки, в предсказательную систему, потому что для того, чтобы, ну вот если мы уберем одаренных людей, все остальные, для того, чтобы 100% предсказать, здесь нужно очень много разных факторов, чтобы имелись. Вот. И третий момент – это тогда, когда ты что-то предсказываешь, ты своим предсказанием так или иначе влияешь на результат предсказания. И если, допустим, опять же таки отвечая на вопрос, для чего тебе эта информация, человек говорит, например, ну вот мне, допустим, предсказали какую-то аварию, да, я могу ее предотвратить. Безусловно, в этот день вы можете предотвратить, допустим, аварию, но факт, который вы должны быть, то есть урок, который вы должны были пройти именно в момент аварии, проживания аварии и последствий, он никуда не ушел, и этот кармический узел, он остается. И если вы смотрели фильм, по-моему, как он называется, «Феномен бабочки», если я не ошибаюсь, по-русски он должен называться, то вы увидите, как изменяя один какой-то маленький нюанс, насколько это влечет большие перемены в вашей жизни, и не всегда эти перемены идут в позитивном ключе. Поэтому мне кажется, что вот вообще вмешиваться в такие вот кармические моменты не столь важно. Опять же таки, люди должны понимать, что если есть... Я не случайно сказала про философов, да, Древней Греции в контексте пояснения кармы, что если человек действительно осознанный, либо он стремится к осознанности, то любые моменты, любые уроки, которые наступают в его жизни, он учится их принимать и реагировать на них нейтрально по возможности, потому что то, что нам предначерчено, и это, понимаете, это не фатальность. Вот ты можешь сказать, ну что ж, теперь поднять ручки и ничего не делать. Нет, это не про это. Осознанность – это значит, я принимаю любую ситуацию не с точки зрения того, что вот я смирилась, и теперь, если мне надо страдать, я буду страдать. Нет, а включая как раз-таки свою волю и свободу выбора. Свобода выбора заключается в том, как вы реагируете на ту или иную ситуацию. То есть, если есть какая-то сложная ситуация, даже, например, авария, кто-то может страдать и говорить, что все, конец света, и, в принципе, мы видели такие случаи, да, когда человек остается, например, без ног и так далее, и страдает. Но это его выбор, да, именно страдать. А есть и другой формат. Вспоминаете, по-моему, Костомаров, да, зовут фигуриста.
фамилия Романа Костомарова, да, которому ампутировали руки и ноги. И он, невзирая ни на что, все равно выходит на лед, да, пускай он уже не так катается, как раньше, но этот человек продолжает жить. То есть у человека есть желание жить, мощная сила воли и сила духа. Кто-то может сказать, ну мы же не все такие. Конечно, у каждого же свой опыт, но выбор две ситуации. Один сдастся, а другой будет жить. Да, либо как этот Ник Воучер, как-то тогда его, Воучер, по-моему, фамилия, парень, без рук, без ног. Кто-то мог бы сказать, что все, я инвалид и буду жить на гособеспечении, больше ничего жить не хочу делать. А мужик нормальный, да, женился, у него, по-моему, 2 или 3 детей, ездит по миру, дает лекции по саморазвитию и все такое. Реакция, то есть ситуации могут быть разные. То, как мы реагируем на ту или иную ситуацию, это и есть, по сути, свобода воли каждого человека. Где есть рост души? Вот там, когда ты сдался, и все, я уже смирился, вот это вот как раз-таки фатальность. И когда человек использует любую ситуацию себе во благо, да, благодаря этой он растет, он что-то познает, он как-то меняется, он старается, он стремится к чему-то, старается стать лучше для себя, для своей души. И вот это вот для меня похвала, и поэтому предсказательная система, для чего она нужна? То есть, чтобы что-то изменить, ну, можно что-то изменить, но в принципе, когда серьезные такие кармические узлы, их менять не получится. Допустим, не выйдет в эту дату, выйдет в другую дату, да, если, допустим, не будет аварии, то будет что-то другое и похуже, и непонятно как и что, то есть... Для чего? Для чего предсказывать? Вот это для меня самый главный вопрос. И отвечая себе на этот вопрос, для чего заниматься предсказательной системой, я не вижу правильного ответа. То есть для чего? Чтобы сделать что? Чтобы что-то предотвратить? Ну вот я вам объяснила. Когда можно предотвратить, а когда нет. Еще для чего можно использовать? Для того, чтобы что? Чтобы просто, здесь, понимаете, мне кажется, вся предсказательная система, она выстроена на человеческом эгоизме. В контексте чего? В контексте любознательности, да, то есть даже не любознательность это позитивное качество, а любопытство, да, то есть мне любопытно наперед посмотреть, что ждет меня в этом будущем. И что? И можете вы как-то вы повлиять? Или не можете. Если не можете, то смысл заранее смотреть. То есть когда мы... то есть, допустим, представляете, вот вам что-то негативное предсказали, вы выпадаете из момента здесь и сейчас и начинаете жить тем, что вам сказали. По факту это может и не случиться, но поскольку люди мнительные, особенно когда им говорят что-то негативное, получается самосбывающееся пророчество, да? И большинство предсказаний, они таких. И здесь получается как раз-таки, я как я уже говорила ранее, да, с морально-нравственной позиции смотрю, ответственность на мне лежит. Зачем? Мне это не нужно. Ну и почему я сказала, что это эгоистично? Потому что для личности это не имеет никакого, на мой взгляд, никакой пользы нет. Да, любопытно заранее что-то знать, и что? Знаете вы. Задайте себе вопрос. Окей, узнаете вы, что вы, например, всю жизнь стремитесь создать семью. И смотрите расклады, например, о том, как найти себе партнера, и проходит и год, и 2, и 5, и вы все не находите, вы все смотрите расклады. Где тот момент, когда вот в этой истории, когда вы живете в моменте здесь сейчас, когда вы наслаждаетесь, когда вы радуетесь, либо когда вам скажут, например, тебе по судьбе через 5 лет, допустим, выйти замуж. Предсказали вам. И что? И вы сидите и ждете, да, когда это будет. Где ваша ответственность? Что вы делаете для того, чтобы у вас была счастливая жизнь? Если вам предсказали, вы ничего делать не будете. Вы сидите ждать, мне же сказали, что через 5 лет, либо через 3 месяца я встречу человека, я ничего не буду делать. А если бы вам не говорили, а вы хотели бы, вы бы как-то себя меняли. Вы бы как-то работали над собой, что-то сделали бы, как-то меняли бы свой характер, наверное, может быть, узнавали что-то о себе, да, о своих чертах, о своих теневых аспектах, о страхах, об убеждениях, что-то делали.
И тогда вероятность того, что вы бы притянули не того человека, который созвучен вам сейчас в вашем негативном состоянии, ну даже не негативном, а вот на том уровне, на котором вы находитесь. Если вы будете работать, вы вырастете, и по созвучию, по резонансу вы притянете тех людей, которые будут уже не на том уровне, на котором вы сейчас находитесь, а на том уровне, на котором вы будете находиться. Это может быть на ступеньку, на полступеньки выше. Когда вы находитесь здесь, я ничего не делаю, мне сказали, да, предсказательная система, да, я ручки сложила и все, и жду у моря погоды, что это вот, ну, само собой случится. Ну и притянете вы кого? Такого же человека, который также будет, как вы, сидеть по жизни и ждать. И окажется, что, ну, а я не этого хотела. Так вот здесь вопрос касательно предсказательной системы, еще хочу уточнить, что если мы говорим о росте человека, то, наверное, предсказательная система, она даже идет во вред. Хотя, опять же таки, в Древней Греции была предсказательная система, известная всем, да, Пифия. Но замечу очень важный такой момент, что предсказаний не было таких вот, что вот знаете, что там, я не знаю, там в 5 лет ты станешь королем или еще что-то. А предсказания, они озвучивались метафорически, да, когда речь шла о том, что там отец убьет своего сына, да, либо там пройдешь 3 круга ада или еще что-то. То есть и всегда в таких храмах, где давались пророчества, да, где Пифия говорила, всегда было, если я не ошибаюсь, либо 9, либо 12 жрецов, которые должны были правильно, верно проинтерпретировать то или иное послание, пророчество для того, чтобы оно было верным. И было очень сложно интерпретировать их. А то, что здесь говорится, что вот выйдешь и, как это, знаете, в раскладах. Сейчас я вам скажу букву вашего будущего мужа. Ну смешно же, опять же таки, да. Но я понимаю, что если люди смотрят ради развлечения такие расклады, ну это прикольно, это забавно, да, ну окей. Вот. А если среднестатистический уровень развития человека говорит, что нет, я буквально это воспринимаю. Вот представляете, ей сказали, что твоего будущего мужа будет звать на букву Р, ну, например, там Рома, а она встречает, там, я не знаю, Игната. Она будет говорить, не буду я с тобой, почему? Потому что мне Рому предсказывали, а ты Игнат, ты мне не нужен. А по сути он и является ее судьбой. А человек вот неправильно проинтерпретировал информацию, и я не про таролога, я про девушку, да, и отказала, допустим, человеку, с которым, ну, велика вероятность, что у нее бы сложились хорошие, позитивные такие отношения. Такого бывает? Да, конечно, бывает. Кто виноват? Мне кажется, здесь 50-50%. 50% того, что сам человек слушает, и 50%, конечно же, на, ну, если, допустим, это таролог, либо рунолог, который об этом говорит. Мало кто из тарологов вообще отдает себе отчет о том, что то, что я говорю на канале, да, либо в раскладах, что я несу ответственность за то, что я говорю. Ну, мне кажется, наверное, немногие осознают это, да, и вообще, вот, что касается отношения к Таро, конечно же, это разный уровень людей, и я имею в виду тарологов, вот, да и людей, в принципе, хотя какой запрос, какой спрос, такое и предложение, да, то есть какой таролог, такие к нему клиенты и приходят. И, конечно же, наверное, в мире разнообразия и многогранности все имеет место быть. Вот, и поэтому, наверное, слишком критично я в этом плане не буду. Просто у меня такая завышенная ответственность, да, я слишком ответственный человек, и поэтому очень часто я фильтрую то, что я говорю, я подбираю слова, когда я говорю публично. Ну, то есть стараюсь по мере возможности отдавать отчет своим последствиям. Да, это сложно. Кто-то может сказать, как так можно жить? Ну, у меня есть пример в личной жизни такой, с которой со мной проживает человек, который вообще не дает отчет того, что он говорит, и
когда я наблюдаю за этим человеком, думаю, ну вот, опять мне приходится разгребать последствия того, что человек просто не подумал, о чем-то сказал, да, и, ну, ему живется легко, вот, а я несу ответственность. Как-то так. И это не касается личной жизни, на всякий случай, так, если вдруг кто-то подумал, да, что я говорю про своего мужчину, нет. Своим мужчине я стараюсь вообще ничего нигде никому не говорить, не говорю уже о том, что нету нигде в интернете фотографий. Вот. Но на этом все. Думаю, я объяснила свою позицию. Вы можете с ней не соглашаться, и, конечно же, не нужно соглашаться. Вот. Но если я выбираю, у меня есть возможность выбора, то, конечно же, я выбираю не предсказательную систему, а диагностику. И, в принципе, у меня везде в моих услугах написано, что я делаю психоаналитический разбор. То есть я разбираю, анализирую, мне нравятся анализы, мне нравятся всевозможные диагностики. Для чего? Для понимания ситуации, для понимания человека, а дальше свобода выбора. Каждый человек из того, что он вынес, из того, что он понял в этом разборе, несет ответственность по поводу своих дальнейших действий. И это тоже вот в контексте предсказательной системы и в контексте ответственности и свободы выбора, почему я в раскладах не вытаскиваю карты совет от Таро. Потому что задача рассказать что да как, а дальше выбор самого человека. И единственный советчик для человека, самый идеальный, это его душа. Все остальное – это лишнее. Все остальное – это будет иллюзия, это все будет предвзятость, это все будет субъективизм. Самый лучший совет, который может дать человек себе, это он сам. Ни Таро, никто, а он сам. Потому что только его душа знает тот путь, который она выбирает в этом воплощении, что она должна пройти. Поэтому все советчики, абсолютно все, без исключения, не имеет места быть в жизни другого человека. Конечно, вы можете сказать, а как же тогда жить? Нельзя человека чему-то научить. Человек учится сам. То есть я не могу научить. У меня можно учиться. Либо меня никто не может научить, могу лишь я учиться. То есть есть разница в том, что я говорю. Поэтому как-то так, думаю, я ответила и очень долго хотела сделать коротенький, но не вышло. Пишите в комментариях свою точку зрения, пишите в комментариях, если вам нравятся вот такие вот беседки. Ну, я хотела короткие, но у меня не получается. Я извиняюсь, что забрала у вас так много времени. Вот. Темы, которые бы вам интересны, чтобы я озвучила. Вот. И по мере актуальности для меня той или иной темы я буду их озвучивать. Всем пока-пока.